Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец на канале Таро Инспирационе. Таро прогноз и старинный цыганский пасьянс. Чего вы не ожидаете в апреле, что уйдет из вашей жизни и что придет взамен. Апрель несет важные перемены, и в этом раскладе мы с вами рассмотрим некоторые позиции. Что завершит или завершает уже свой путь, что пытается, может быть, от вас оттолкнуться, а что приходит взамен. Что нового идет в вашу жизнь в апреле месяце, и что будет внезапно, неожиданно. Вот давайте с вами узнаем. И на картах пасьянса мы в первую очередь рассматриваем события. Именно о событиях даже показывают нам карты, что может произойти совсем скоро, в апреле месяце, или с чего начинается. Возможно, это то, что скрыто от вас, вы даже не предполагаете. Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Итак, о чем нам будут рассказывать карты? Что для стрельцов скоро случится, скоро произойдет. Вообще шикарное значение, когда выпадает голубь, это благополучие. И даже если у нас, скажем так, сейчас идет все криво или не совсем, но так как мы бы хотели, деньги, мои дорогие, выпадают. Ну, вообще неплохо, так неплохое начало, прямо скажем. Благополучие и деньги. Это в целом какой-то фон, как будто с первых дней апреля месяца вас настраивает на более позитивный лад. И даже если что-то сейчас, кто-то из вас скажет, да нет у меня тут ничего хорошего. Но поверьте, наше иногда восприятие на 100%, конечно, наши желания редко когда сбываются, будем реалистами. Но в целом очень добрая энергия, любовь еще, мои дорогие. Поэтому для вас апрель может быть не просто каким-то судьбоносным знаковым месяцем, а я бы сказала, когда мы свой базис как укрепляем, подушку безопасности, или часто говорю, тылы наши крепкие будут. Поэтому это здорово. Смотрим дальше, что нам еще расскажут карты пасьянса для стрельцов. Пока не вижу, пойдем дальше. У вас совпадает конверт. Это как сообщение или конкретно письмо, бумага, какой-то документ. Для кого-то из вас это может касаться, нам карты не говорят. У кого-то это сфера личной жизни, у кого-то работа. И это контракты, либо по работе, может быть, это брачные контракты. То есть, может быть, это просто получение какой-то важной бумаги, которая для вас так вот открывает путь или дает возможность что-то осуществить. Нужно быть, тем не менее, внимательному, потому что, обратите внимание, совпадает змея. Это своего рода предупреждение. Нам не говорят о том, что это обязательно как бы какая-то помеха. Но давайте будем реалистами, потому что змея – это то, что скрыто как раз. И это какая-то персона. Это тот человек, который себя не проявляет достаточно открыто, но наблюдает. Змея, она наблюдает, делает выводы. И, наверное, риск в том, что нападает она внезапно, да? Поэтому для вас как будто нужно быть... У вас ведь позитивный период жизни, мы об этом сказали. Зависть, мои дорогие, тут может быть. Или может быть банальная даже на работе зависть, да? Вот вы получили должность, или у вас что-то осуществилось, или вы получили какой-то бонус, а другой этого не получил. Вас, может быть, ваш проект одобрили, или вас похвалили, или, есть что-то такое, что для вас плюс, а кому-то от этого плохо. Вот тут нужно быть аккуратному, потому что нам ведь могут транслировать наоборот что-то хорошее, усыпляя нашу бдительность. Поэтому не расслабишься все же, нам так карты говорят. А еще смотрите, победа. Вот как будто благополучие завершится победой. Более того, смотрите, у вас выпадает еще и сердце. У вас выпала любовь, а это по сердцу, это как либо вы добиваете сердца чего-либо, может быть и вашего. Сама по себе или само по себе значение будет говорить о том, что вы можете познакомиться с каким-то человеком. Я этого тоже не исключаю. Вполне вероятно, это какие-то отношения, которые, так вот, я бы сказала, может быть, не нужно афишировать. Или о себе не нужно рассказывать, потому что кто-то наблюдает. Все же рядом у нас, да, значение. Может быть, это, знаете, когда
заведомо какую-то искаженную информацию все-таки змея вам кто-то подает. И она касается, к примеру, личной жизни. И иногда ведь, знаете, когда у нас все хорошо, когда лицо у нас счастливое, кому-то от этого действительно нехорошо. Поэтому берегите себя, берегите свое счастье, берегите свое благополучие. И я бы сказала, берегите деньги. Вот внимательному, мои дорогие любимые стрельцы. Вы люди-оптимисты, вы люди солнечные. Но, видимо, не все люди, братья. Это есть такой момент. Но у вас такой результативный, может быть, очень даже месяц апрель. Пусть это даже что-то начинается, но продолжение как будто доброе следует. Итак, вот я не вижу больше совпадений, пока с вами говорила. Мы можем соединить по горизонтали, по вертикали, карты, которые в крайних рядах. Но вот я не вижу больше совпадений в нашем пасьянсе, поэтому пойдем с вами дальше. И узнаем. Так что же завершится? Или от чего вы откажетесь сами? Что уйдет? Вот именно что пытается, возможно, от вас оттолкнуться. Что уйдет для стрельцов? Или будет уходить уже в процессе апреля? Вот смотрите, карта победителя. Победа. Мы тут тоже с вами сложили. У вас очень благополучный период апрель. Но не расслабишься. Эта карта, тем более в позиции, что уйдет. Ведь вот обратите внимание, надеюсь, это видно. Победитель выглядит очень уставшим. Ему тут, его и приветствуют, и толпа как будто рукоплещет, поздравляет. А он совершенно никак на это не реагирует. Он знает цену победы. Он знает, что эта толпа, как мнение, всегда переменчива. Сегодня они кричат «Ура!» или сегодня они кричат «Браво!», а завтра они будут совершенно что-то обратное транслировать. Поэтому карта говорит о том, что ты получаешь эту победу. Тут действительно повторение идет, да, как и резонанс с картами пасьянса. Но ты должен это удерживать. Потому что это не то, что мы достигаем какого-то плато или добиваемся чего-то. Это с нами остается навсегда. Нет, мало достичь какого-то уровня, а придется удерживать, что уйдет. Более того, эту победу придется переложить как на новые рельсы, в какую-то новую плоскость, в какую-то новую организацию жизни, мои дорогие. Что еще уйдет? Может быть, для кого-то из вас уйдет экономия, мои дорогие. Ведь эта карта, жадины, будем говорить, да, когда мы вынуждены, все сохранять, когда мы вынуждены экономить. Может быть, где-то полегче, действительно, у вас деньги совпали, будет именно по финансам. Возможно, и вам придется какие-то траты проводить или какие-то платежи. И все же придется, видимо, как-то, просчитать на последующий период, поскольку карта, конечно, она призывает тоже нас к экономии. И я где-то говорила, с учетом значения змея, может быть, и будет желание потратить больше, чем следует. Десятка кубков. Шикарная карта. Здесь вот я вижу на сохранение. Карты могут где-то предупреждать, что для тебя стрелец вот от начала до конца. Апрель действительно продуктивный месяц. Но мы рискуем что-то упустить. Я уже об этом говорила. Рискуем упустить наше счастье. Рискуем упустить какую-то возможность. Может быть, это у кого-то связано, как и с работой, как и с деньгами, да, мы можем расслабиться, понимаете? Вот все 4 карты говорят о том, что как и какое-то новшество, как вот я говорила, эту победу переложить на новый путь, на новую стратегию. А мы можем именно расслабиться и подумать, теперь это будет так всегда. А карты все нам говорят, нет, стрелец, не расслабляйся, потому что, мы не знаем, что будет дальше. Вот, да. Здесь может быть связано, смотрите, с какой-то новостью, которая вам сейчас только дает как фору вперед, дает возможность. Но всегда то жезлов делит нашу жизнь на период до и после. А если мы говорим «после», то это как начало чего-то нового. И, видимо, вот эти энергии Вселенной вам обязательно нужно прочувствовать. Чего-то не упустить. Удержать то, что для вас важно. Удержать ваши победы. Будьте к этому внимательны. Может быть, и захочется где-то так расслабиться и сказать себе, вот теперь я могу успокоиться. А нет, так не получается. А давайте мы спросим, а что будет для вас внезапно, неожиданно?
Что вас, стрельцы, удивит и будет внезапно? Старший аркан, Верховный Жрец. Мы говорим это по судьбе. Для кого-то из вас, правда, это может быть получение новой должности, это может быть получение важного документа, какие-то важные согласования. Здесь можно с руководителем совершить какую-то важную беседу, диалог, когда перед вами открываются новые двери. Опять же, где-то продолжает предыдущий ряд и говорит, что карта у тебя сейчас как ключи в руках, с кем-то договориться, для себя обустроить. Сейчас судьба с тобой играет в унисон, что будет внезапно. Что внезапно? Здесь может быть действительно карта эксперта. Вот так вот в целом король мечей. Я, конечно, не исключаю, у кого-то это может совпасть с конкретным человеком, как стихия воздуха. Может быть, человек, персона, которая рождена под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или тот человек, который имеет асцендент. Не все знают в одном из этих знаков. Да? Асцендент, чтобы узнать, нужно понимать, в какое четкое время ты родился. Поэтому многие люди не знают. Поэтому человек в этих энергиях может быть. Это те люди, которые достаточно рациональны. Те люди, которые, ну, они умеют полностью отказаться от эмоций, не пропускать свои какие-то желания через эмоции, вот вообще ни разу, потому что этого требует какое-то дело. Или обстоятельства требуют вот так холодно мыслить. Но мы говорим очень часто высокие чиновники, а, кстати, аркан Иерофанта нам будет говорить именно о лестнице и иерархии. Почему я говорила карьера, и где-то мы об этом упоминали по картам пасьянса. Правда, тут некоторые позиции сходятся. Это могут быть, конечно, люди в погонах. Погоны тоже бывают разные, не обязательно военные. Это могут быть как охрана правопорядка, это могут быть юристы, адвокаты. То есть это те люди, которые работают по приказу. Это те, которые действуют вот как в рамках собственных полномочий. Ни больше, ни меньше. Почему могут быть и чиновники, официальные лица? Иногда идут врачи или идут люди, работающие с металлом. И здесь тоже по-разному. Или узкий специалист. Кто-то может ремонт дома затеять, да, и вы понимаете, что нет, тут лучше самодеятельностью не заниматься, а пригласить специалиста. А кто-то, может быть, надумает, ну, банально пойти к стоматологу. То есть вот перекладывайте на себя. Ведь по этой карте вот что внезапно, когда мы сами понимаем, что нам недостаточно знаний, или в каком-то вопросе мы не можем разобраться, или когда кто-то нам даст дельный совет или сделает, а мы за это заплатим, может быть и так, да, если мы говорим о ремонте или, ну, какое-то, может быть, даже мелкое дело, когда нужно или нужна вот именно не самодеятельность, а знающий человек, который вот это ноу-хау им в полной мере владеет. Что вас удивит? Могут удивить изменения в законах. Вас могут удивить, кстати, взаимоотношения. Вас может удивить конкретный человек, который прежде, может быть, вы его воспринимали как человека, который на все согласен, готов ждать. Тот человек, который себя скорее поставить на паузу, нежели, ну, вот как-то свои какие-то предпочтения все же будет ставить на первое место. Я не исключаю, здесь может быть какая-то метаморфоза по, может быть, личной жизни или вашим представлениям о конкретном человеке. Когда вы поймете, что да, я представлял человека в одном виде, в одном свете, а нет, заблуждался. Вы, кстати, можете быть приятно удивлены этим именно, что несмотря на чувствительность, несмотря вот именно человека, несмотря на то, что добрый человек где-то способен к альтруизму, но в какой-то момент голова его работает очень трезво тоже, вот так вот четко. И вы можете от подобной персоны получить какое-то быстрое известие. Сама по себе карта быстрой трансформации и доброй, мои дорогие. Кстати, по этой карте, что может удивить, здесь может какая-то история начаться именно с получения либо документы, либо важные новости. У кого-то это будет бумага, а у кого-то это просто может быть сообщение, может быть и средство массовой информации. И мы не можем это оставить на потом, нам нужно действовать прямо сейчас.
вот в течение апреля, и это тоже будет где-то как знак судьбы, мои дорогие. Будьте просто к этому готовы. Для кого-то из вас ваша личная жизнь может быть и так, когда вы с вашим партнером тоже в разных энергиях. Есть король мечей и есть королева кубков, мои дорогие. Вот это именно карта чувствительности, где-то самоотречение даже, да, когда альтруизм в каком-то гиперболированном виде. Вот здесь такие межличностные метаморфозы я тоже не исключаю, а начало именно с какого-то известия или, может быть, это, как знаете, вынужден человек, а может быть вынуждены и вы, пойти по ситуации. Вот именно по ситуации и что-то видоизменить. И в этом будет тоже определенный шанс. Что придет взамен? Чего вы, мои дорогие стрельцы, пока не видите? Но это уже на пороге вашей жизни, вашей судьбы. Чего вы пока не видите, не ожидаете, не догадываетесь? А это придет взамен. Что нового идет в вашу жизнь? Любовь, счастье, возможность путешествовать. Обратите внимание, колода Чиро Маркетти удивительным образом он совместил сразу несколько знаков. Первый, конечно, рыбы золотые. А рыбы мы знаем, что это путешествие, перемещение, может быть и какие-то контакты, это желание видеть мир, желание как расширить собственные горизонты раз, но и рыбы это богатый улов. Деньги опять же импонируют с картами пасьянса, но и чувства через край, мои дорогие, чем-то вы останетесь довольны, желание какое-то у вас исполняется. И лучезарная дельта, глаз. Это умение предвидеть на несколько шагов вперед при любых фазах Луны, мои дорогие. Поэтому тут вам как будто нужно уметь увидеть именно какую-то дистанцию. Или просчитать, составить, может быть, такой тезис-план. Или, мои дорогие стрельцы, план А, план Б, план С. Быть готовым где-то к неожиданностям. Вот такая емкая карта. Потому что мы ведь тоже с вами говорили, удерживай. У тебя сейчас такой период, тебе, наверное, как высшие силы именно дают какую-то возможность. Но переложить на будущее эту возможность совершенно необходимо. Не расслабиться опять же. Что придет взамен? Какое-то предложение. Рыцарь кубков, правда, у кого-то может проиграться как встреча. Может быть, это радость. Кстати, почему нет? Опять же, с рыбами. Девятка пентаклей, приход денег. Иногда это может быть как наш гонорар, к примеру. Потому что девятка пентаклей – это крупная, может быть, сумма денег. Но это деньги нами заработанные. Я не исключаю, может быть, это и бонусы какие-то от государства или какие-то выплаты. Может быть, это по вашему месту службы. Или это ну, какое-то дело, которым вы долгое время, опять же, занимались, прикладывали усилия. Вот здесь у вас, как мы говорим, выгорит, получится. Но девятка – вибрирующее число. Девятка пентаклей. Девятка, если мы, ну вот представьте себе цифру 9, а если мы ее перевернем, получаем 6. 6 в картах Таро – это всегда как вершина активности. Это результат, это, по сути дела, победа. Почему? Любая 6 в Таро – это своего рода победа. И вот нам нужно удерживать, потому что перемены на пороге. Но деньги есть, деньги будут в течение апреля. Задача в том, чтобы как-то правильно распределить. Точно? Где-то не быть непримиримому, уметь со всеми договариваться, даже с людьми, которые сложные, что нового идет. Где-то приготовьтесь, ведь всегда это недостаток. Вот полярные карты, смотрите. Девятка пентаклей, а дальше пятерка. И чего недостаток по этой карте? Недостаток взаимопонимания и недостаток финансов. Что нового придет? Мы только что с вами проговорили про девятку пентаклей. Так вот, я вижу первое. Правильно распределить деньги. Мы говорили уже об этом с вами, да? Использовать какой-то момент. Но также, мои дорогие, змея. Может быть, вам, стрельцы, придется, это будет необходимо сделать вот именно холодным разумом. С кем-то, ну, как закопать топор войны. Или установить нейтральные отношения, пойти на компромисс. Потому что недругов взращивать точно не следует. Завистников тоже. Я бы сказала, эта карта предупреждает, о себе много не рассказывай. Чем меньше о тебе знают, стрелец, тем ты спокойнее спишь. Поэтому вот этот нюанс примите к сведению. И даже если вам кто-то задает нелепые вопросы, вот смотрите, как здорово у вас выпадает.
Если вам кто-то задает нелепые вопросы, сколько денег ты получаешь, как у тебя дела в личной жизни, или начинают выведывать, выпытывать какие-то тонкие вопросы, умейте от них уходить. Не нужно о себе много транслировать. 2 шикарные карты, одни из лучших, все то, что касается где-то работы и финансы. Но посередине 5 пентаклей. Вот эта вибрация между хорошо и даже очень хорошо. Нам говорят, что ну, где-то зыбкость она все-таки имеется. И может быть вот эта змея, вот все же я с этим связываю, потому что, знаете, как один неосторожный шаг, и вы можете себе навредить. Либо проболтаться больше, чем следует, либо потратить больше, чем нужно. Но финансы нужно удерживать. Для кого-то из вас 9 кубков, что нового придет. Это новые возможности по заработкам. Для кого-то из вас у нас здесь как хозяин таверны изображен. Тот человек, который работает сам на себя. Да, иногда эту карту я называю картой эгоиста. И, конечно, это эго может и в каждом из нас проиграться, когда да надоело что-то прежде. Здесь вроде есть результат, да, нам об этом карты сказали. Конечно, так человек устроен. Да мы хотим немножко отдохнуть, мы хотим именно расслабиться или себе что-то позволить. Но именно в апреле месяце не расслабляться, мои дорогие. Ну вот как-то так. Или финансы буквально сохранять, потому что последующий период, пока он непонятный, и где-то планетарно, ведь оно тоже так же. У нас в конце апреля месяца Уран, планета инноваций, переходит в знак зодиака Близнецы. Это произойдет 26 апреля. И май может быть достаточно турбулентным месяцем. Плюс там еще и другие транзиты. Но это я не про карты, но в целом я могу такое предположить. Поэтому вам как пространство, Вселенная дает такой бонус, мои дорогие, для того, чтобы вы не просто сделали что-то для себя хорошо, а переложили это на будущее. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, а также за вашу помощь, поддержку, за ваши добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.